Здравствуйте, друзья! Это канал «Пластмассовый енот». Канал о ТПА и не только. В этом выпуске мы продолжим серию видео с производства компании «Европартнер». И в этот раз мы поговорим о качестве. О том, каким образом происходит контроль качества и каким образом компания «Европартнер» добивается требуемого высокого уровня качества своей продукции. Но прежде чем мы поговорим об качестве их изделий, пожалуйста, помогите нам поднять качество нашего видео в рейтинге поисковых систем. Для этого просто поставьте лайк этому видео прямо сейчас, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, с какими проблемами качества сталкиваетесь вы и какие вопросы по качеству возникают у вас и ваших партнеров. Анна, вы отвечаете за качество компании «Европартнер». Как происходит контроль? Откуда вообще берется качество? Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства. Он происходит 24 часа в сутки. То есть у нас 4 контролера качества, и каждый работает посменно, сменам 12 часов. И на постоянной основе у каждого станка контролер проверяет каждое изделие, сначала осуществляя контрольные съемы, то есть с контрольных съемок он проверяет каждое изделие, потом проверяется каждое изделие в ящиках, но это уже выборочный контроль, и потом уже при перемещении палета, когда изделия в красных ящиках проверены, перемещены в палет, мы перемещаем их на склад и еще раз проверяем качество. У нас на станках планшет с наименованием изделия, которое выпускается на данный момент. Термопласт автомат выпускает за один цикл литья не одно изделие, это все зависит от пресс-формы. Пресс-форма на 64 гнезда, то есть контрольный съем осуществляется с помощью, есть специальные лоточек, подставляется именно как она осуществляет обход. За один цикл литья производится изделие, заливается расплав и падают изделия, весь съем выпадает по количеству гнезд. И она будет проверять, когда подойдет с обходом, она проверит каждое изделие на отсутствие дефектов. То есть она будет визуальный контроль. Да, визуальный контроль, то есть она будет отсматривать каждое изделие съема. После того, как она убедится, что все хорошо, она высыпет обратно и будет проверять ящик, который уже для нее отодвинул наладчик. То есть ребята, которые осуществляют настройку, как только наполняется ящик приблизительно до середины, они отставляют, берут съем, проверяют, все ли в порядке, и потом смотрит контролер качества. Она посмотрит уже, если здесь она осуществила контроль качества каждого изделия из съема, то есть из пресс-формы, например, пресс-формы 64 гнезда, то есть она посмотрит 64 изделия, то есть из каждого гнезда на наличие сколов, деформации, облоя, недолива. А потом она будет уже смотреть изделия в ящике, но это уже будет выборочный контроль. То есть она будет отсматривать, потому что проверить каждое изделие это само по себе невозможно, это и не нужно. То есть у нас система работает так, чтобы руководство и все заинтересованные лица, то есть начальник производства, контроля качества, чтобы все понимали, что на данный момент происходит в цеху. У нас есть система, это разработали наши программисты, 1С ERP, то есть у каждого станка есть NFC-метка. И специальная программа в телефоне, то есть это смартфон, с помощью смартфона я сканирую метку, он считал, получается, задание со станка. То есть он пишет наименование станка, пресс-формы, вес изделия, мы тоже его контролируем, это для более четкого перемещения, учета количества на складе. И она заносит результат осмотра, то есть она произвела контроль, обнаружила какое-то, если несоответствие, то она пишет его в комментарии. То есть подробно описала, что конкретно не так, и может сделать фотографию. То есть уточнение. Этот отчет, как только она выгрузит, он упадет всему руководству, то есть всем заинтересованным лицам, кто следит за качеством, вместе с фотографией упадет на почту. При этом станок останавливается, если был обнаружен дефект? Если обнаружен дефект, то есть это делается уже просто как информирование и для следующего контролера точно так же, чтобы она понимала, что происходило со станками
за время отсутствия, то есть какой из станков там, где давал какой вид брака. То есть это в любом случае заполняется этот чек-лист. Да. Если все хорошо, то пишется, что все хорошо. Если есть проблема, то помечается проблема и станок останавливается. Ну, естественно, она, получается, сама станок не остановит. Если она проверила здесь и все в порядке, у нас есть специальные метки, которыми мы пользуемся. То есть она посмотрела, она взяла метку и положила ее на ящик. То есть наладчик, когда будет проходить по станкам, он будет видеть, что проверено, и он может на основании этой таблички переместить изделие уже в короб с готовой продукцией. То есть после этого, если что-то она обнаружит, она идет, обычно подходит к ребятам, говорит, вот здесь там льется на данный момент брак, и кладет, то есть вот сюда табличку, да, в зависимости от того, если изделие крупное, как правило, его можно перебрать, да, откинуть плохие, хорошие. Если это такая вот мелочь, то, соответственно, здесь уже она подлежит переработке, то есть изделия, которые были обнаружены с браком, они отправляются в переработку, вот, и наладчик налаживает именно саму работу пресс-формы. То есть он вбивает соответствующие настройки, уже потом зовет опять же контролера качества проверяет, либо одобряет, либо заново налаживая. А есть какой-то норматив, с каким интервалом она должна проверять каждое изделие? Да, получается, что девчонки ходят 4 обхода именно с телефоном. И с отчетом, то есть как только она вбила результат обхода, да, вне зависимости, соответствует, не соответствует, обошла все станки, выгрузила, отчет упал всем. Вот. И таких именно обходов тщательных с проверкой 4 за смену. За 8 часов или за 12? За 12. Но, получается, это именно отчет. А так вот в течение дня проверяется каждый ящик. До того момента, как ящик будет высыпан в палет с готовой продукцией, он должен быть проверен. То есть, грубо говоря, где-то раз в 3 часа она должна каждый станок обойти, правильно? Ну, вообще, конечно, они ходят постоянно. Ну, вот так вот именно курсируют между станками. То есть есть изделие, которое льется без проблем. То есть, вообще, в принципе, к нему подходишь, только радуешься, что все хорошо. Вот. А есть изделия со своими какими-то нюансами, их надо именно отслеживать. То есть к такому станку она подойдет намного чаще, чем обычно. А есть какая-то статистика у вас, например, что изделие беспроблемное, там, допустим, 0,01% брака. Там, где проблемное, это там 1% брака. Это какие порядки? Процент брака можно вычислить из соотношения того, что выпустилось, и то, что попало на склад. То есть негодная продукция, она просто на склад не попадет. И вот важный момент, например, запускается, да, станок, налаживают ребята его на стабильную работу. После того, как она проверяет в соответствии с чем, у нас есть база с контрольными образцами. То есть на каждое изделие, на каждую пресс-форму есть контрольные образцы. И когда только запустился станок, то есть она сверяет с контрольными образцами. Но после того, как она сверила, она берет образцы с текущего производства, уже после сравнения и понимания, что с ними все в порядке, она вкладывает их вот на каждом станке, установлена такая ниша, да, и там находится полный съем изделий. То есть мы при запуске нового задания сверяемся с контрольными образцами, но потом, чтобы не ходить каждый раз к контрольным образцам, мы помещаем сюда образец с тем, что соответствует, и уже если у следующего контролера качества возникают вопросы, то есть она берет съем, у нее возник какое-то сомнение, да, она смотрит, все в порядке или наоборот. А каждое гнездо маркировано, да? Да, да. То есть там наименование и номер гнезда. Еще вот, наверное, вопрос, пока мы находимся у станка. Вот у вас есть станки там более новые, или тем, которым уже там, по-моему, 14 лет, да, вот сейчас там говорил Андрей Юрьевич. Есть европейские станки, китайские. Есть какая-то тенденция по статистике качества или брака, что, например, более старые станки дают больше брака или китайские отличаются от европейских? Нет, получается, что просто сами станки, они разные. Но у нас до этого были все станки фирмы Австрия, это Энгель. Вот, это супер качественные станки. И станок может давать брак только тогда, когда в станке что-то не так. То есть, но если в станке что-то не так, мы останавливаем станок, и его ремонтируют наши инженеры-механики. То есть... Пока станок работает исправно, соответственно, процент брака он не отличается никак. На китайцах, европейских, новые, старые. Китайцы, у них просто другая система, электроника другая,
сами детали другие. То есть, ну, сравнить их вот так вот, чтобы сказать... На статистике это не сказывается. Нет, нет, никак. Понятно. А от чего, от каких еще внешних факторов зависит вот качество и брак? Вы сказали, изменение температуры внешней среды, да, может повлиять на цикл. Влажность может повлиять, да. Качество материала, наверное, может повлиять. Ну, конечно, материал, да. Его Даже, подготовка, да, сушка. ну, мы можем выявить, да, у нас также есть влагомер высокоточный. То есть, если сырье очень влажное, да, но это не во всех изделиях важно, это вот, ну, там, поликарбонаты, возможно, там содержание влаги очень важно. И на конечном изделии там могут возникать пузыри, там, кипение материала вызывать. Вот. Даже добавка, в принципе, может влиять на качество. Ну, как бы не то, что даже добавка, хотя добавки там чуть-чуть, но она на самом деле может отразиться именно на качестве конечного изделия. Есть какая-то статистика, может быть, эмпирическая или измеренная, вот среди всех дефектов, которые возникают, да, в плане качества? Какие там 3 самых частых причины, из-за чего возникает? Здесь только может быть износ пресс-формы. Когда мы, получается, выявляем, что это уже не устранить данный дефект наладкой, мы понимаем, что проблема в форме, там именно бывает износ, бывает какая-то экстренная поломка. Вот. Ну и, соответственно, станок останавливается. У нас собственный инструментальный цех, который производит нам пресс-формы, также ремонтирует их. Дефект, например, несерьезный, да, его могут устранить мастер-инструментальщик на месте, не снимая форму с станка. Ну, а если уже дефект серьезный, у нас всегда вот изделие в плане стоит, да, то есть, соответственно, у нас какая-то отгрузка. И если у нас поломка пресс-формы, на этот случай у нас есть всегда пресс-форма-дублер. То есть, да, если мы форму снимаем, отправляем ее в доработку, сюда встает та форма, которая ее дублирует, и продолжается выпуск. Получается, что контроль – это не единственный способ достижения качества. Да, получается, что качество, оно появляется где-то раньше, да? Какие еще вот способы есть, какие еще есть средства достижения качества? Входной контроль. Входной контроль обязательно, да. Ну, то есть, получается, у нас своей лаборатории на заводе нет, но мы проверяем сырье по паспортам качества, которое предоставляет нам поставщик. То есть, каждая партия сырья, которая поступает к нам, обязательно она должна быть промаркирована, да, там указывается наименование, номер партии, там, дата изготовления, и к ней же нам поставщик предоставляет паспорт со всеми показателями. Ну, у каждого материала показатели разные, вот, то есть там показатели и норма, то есть мы это сверяем, все в порядке, как бы мы этот материал принимаем в работу. То есть в разных партиях одного и того же материала могут немножко отличаться показатели? Конечно. И поставщик это декларирует? Да, естественно, он об этом заявляет, мы это проверяем. Ну, там получается как? У него все равно он попадает в нормы, то есть на наладке это не отразится, то есть все равно температура плавления будет одна и та же, там ПТР, да, тоже, в принципе, у всех материалов там он фиксирован. А кроме материала еще входной контроль каких элементов происходит? В чем контроль качества, да, вот самая главная задача. То есть если мы произвели брак на производстве, мы его не должны выпустить за пределы завода. То есть мы его здесь переработаем, дробим, как бы, то есть мы его никуда, конечного потребителя, не отгрузим. Вот. А если к нам приходит брак, то наша задача его не впустить. То есть, ну, как бы, не упускай свое и не впускай, как бы, чужое. То есть, все, что к нам приходит, это упаковка, пакеты, там, блистеры, блистерные карты, шурупы, там, ну, вот все, комплектующие, крепежные изделия, все проверяется. То есть, крепежные изделия мы проверяем по чек-листу входного контроля. Я потом позднее могу вам показать. Там у каждого изделия свои именно мы геометрические параметры контролируем. Где-то там внутренний диаметр, где-то наоборот там диаметр шляпки, где-то мы проверяем там по калибру резьбу, там, ну, то есть это у шпилек в основном. То есть, ну, у каждого именно крепежного изделия свой чек-лист со своими параметрами. Ну, вот, соответственно, у нас кассетница с контрольными образцами. Здесь размещены полностью съемы с каждой пресс-формы, которая у нас существует, с изделиями. То есть, например, запустилось задание, да,
ПНД-8. И когда она будет проверять качество, она его сверит именно с качеством контрольных образцов. А эти контрольные образцы делаются при первом запуске формы, да? Эти контрольные образцы могут делаться при первом запуске, либо после доработки пресс-формы, если такая проводилась. Они проверяются и утверждаются главным инженером. То есть и после этого они уже помещаются в кассетницу, и на каждое изделие, то есть, здесь разные размеры, разные цвета, то есть, очень много изделий на самом деле. А какой у вас ассортимент, сколько всего изделий? Сотня? Нет, больше намного, да. Я думаю, что... Нет, я даже на самом деле не скажу, сколько. Размеры разные, виды разные, то есть вот есть даже такое... То есть мы также производим не только изделия, но и упаковку под них. То есть мы вот сейчас производим контейнер 3 видов, даже 4. Вот. Это специальный быстрый изи-бокс он называется, туда тоже помещается изделие. Стяжка. Также есть большие изделия, сейчас покажу. Вот здесь несколько видов изделий разделены. А это разные изделия? Да. Здесь подписано на самой упаковке, то есть, да, по размерам. То есть это одно и то же изделие, просто разный размер. Да, по размеру. Мы их, потому что уже не хватает места в кассетнице, мы начали немножечко здесь размещать в таком виде. Вот снейки наши. Гвоздь, который применяется во влажных помещениях, снейк, он потому что похож на змею такую. Его можно использовать в бане, то есть он не окисляется, не ржавеет, ничего. То есть такой. Все, продали. Да. Также могу, кстати, еще продать вам стяжку нашу многоразовую. То есть, получается, многоразовая стяжка работает так. Во-первых, она очень плотная и держит большие нагрузки, да, а во-вторых, ее, получается, с помощью именно здесь специальный рычажок, если его зажимаешь. И также вот про контроль. Самым коварным изделием вообще является стяжка. Среди вашего ассортимента? Да, вот именно по нашим изделиям. Ее мы контролируем особо усиленно, то есть ее нужно проверять на хрупкость, ее нужно проверять на проскальзывание замка, на фиксацию. То есть либо он может там не фиксироваться, да, либо наоборот слишком туго заходить в замок. А как вы это проверяете? Вручную? Или... Вручную. Именно фиксацию замка мы проверяем вручную. Вот получается, что мы смотрим, да, зафиксировалась ли стяжка, нету никакого проскальзывания, да, и как она вошла в замок. То есть она не должна с затруднением, да, входить. Потом, после того, как она проверила, она ее посмотрела на хрупкость, чтобы... Бывает материал нейлон, он пока не наберет в себя влагу, он может быть хрупкий. Но это достаточно редко проявляется, но бывает. Опять же, у нас есть специальные на это стандарты, то есть как мы проверяем, именно проверка на застегивание замка, на хрупкость, на излом, на проскальзывание у нас описано в одном стандарте. И также мы в каталоге заявляем нагрузку разрушающую, да, минимальную 22 килограмма, и мы ее регулярно проверяем. То есть контролер качества дневной смены делает с утра выборку со всех работающих термопласт-автоматов. То есть, допустим, если 3 термопласта выпускает на данный момент стяжку, она возьмет с 3 машин целый съем изделий для тестирования его через 12 часов. А как она тестирует? При помощи гири? Чего? Гантели у нее? То есть она не тестируется изделие сразу, тестируется после того, как оно немножечко набрало влагу. Есть прибор, динамометр растяжения сжатия. Он измеряет в килоньютонах нагрузку на разрыв. Стяжка на самом деле разрушается при достаточно таких сильных нагрузках, поэтому... А какое максимальное усилие прибор может развить? Ну, вот здесь, получается, показалось, да, 65, это соответствует 60, здесь килоньютонах нагрузка, это соответствует 65 килограммам там, с хвостиком. То есть 1 килоньютон, это приблизительно килограмм с небольшим, там, с хвостиком. Вот. И эта стяжка заявлена в каталоге как 25 килограмм нагрузка. То есть мы контролируем, чтобы она ни в коем случае не подбиралась вот к этому показателю 25. Да, здесь получается 65. Самый, наверное, большой тоже у нас стяжка многоразовая при 80-85 разрушается.
тоже. Но это как бы такой весомый на самом деле. А одноразовые стяжки у них больше усилия на разрыв или меньше? Одноразовые стяжки, они тоньше сами по себе, поэтому, естественно, нагрузка, да, будет на них. Вот, например, самая тоненькая стяжка, 150 размер, и, естественно, она по толщине как бы намного меньше. Сейчас посмотрим, сколько она разгрузится. То есть она весь съем затянет через 12 часов и оттестирует его на Мегионе. То есть он разорвал тело стяжки, замок выдержал, показалась нагрузка 35, заявленная в каталоге у нас на эту стяжку 18 килограмм, ее можно потом еще застегнуть. Ну, то есть не выдержало тело, замок как бы остался цел. То есть ее разорвало просто. И вот каждое изделие съема она проверит на, соответственно, в процессе литья она будет контролировать, как фиксируется замок и хрупкость, и через 12 часов проконтролирует следующий контролер именно нагрузку на разрыв вот, каждого изделия съема. Вы только по стяжкам, да, вот такое производите? Такое производим по стяжке, да. Ну, опять же, потому что стяжка, мы заявляем нагрузку в каталоге, мы должны ей соответствовать. И приходя на смену, контролер качества может посмотреть, сформировав журнал в системе 1С, то есть и он смотрит по каждому станку, что происходило с ним в течение смены. Если что-то было, там он переходит в этот отчет и может посмотреть файлы, приложенные там, если были, ну здесь вот нет, ну если контролер делал фотографии, то она также может обратиться, посмотреть, как этот дефект выглядел, там, например, уже понимать, чтобы на что обращать внимание. То есть все чек-листы, которые с телефона вот вы показывали, делаются, да, с машин, они попадают в 1С, и уже потом можно посмотреть. Формируются в отчет, да. То есть получается, что помимо того, что это падает как письмо, то есть как акт на почту руководителям, то это с помощью еще формирования отчета можно посмотреть за всю историю как бы существования завода, как мы ввели эту систему, что происходило с изделием, отфильтровать, там, как оно себя вело, там, какие были проблемы. То есть иногда для анализа это помогает. При доработке пресс-формы у нас такой. А можно такой вопрос нескромный? А вот отдел качества, он на какие показатели замотивирован? Это на минимизацию брака или на быстрое его выявление? Какими показателями оцифровывается работа отдела качества? Мы, получается, независимый отдел. И мы именно работаем для того, чтобы не выпустить брак за пределы завода. То есть, если мы его произвели, то есть мы ни от чего, ну, как у нас построена система, мы ни от чего не зависим, то есть мы должны выявить брак. Никто не будет наказывать, если контролер качества, да, обнаружит брак уже на стадии, там бывают такие коварные браки, там как слом знака, там небольшой подлом, который не сразу увидишь, то есть вне зависимости от того, когда это обнаружилось, сколько изделий произвелось, это не будет скрываться, то есть это все заблокируется и не выпустится за пределы завода. То есть накажут только если упадет на рынок? Если придет рекламация, здесь, получается, начинается целое расследование. То есть мы поднимаем все изделия на складе. Например, вот для стяжки, да, у нас было одно время стяжка, как вот до того, как мы ввели этот контроль, да, с помощью динамометра, стяжка, бывало, приходила на нее рекламация. И то есть после этого вот было принято решение купить прибор для измерения, и мы начали именно стяжку откладывать арбитражные образцы. То есть, например, если пришла рекламация, да, там есть дата на упаковке, мы можем обратиться к своим образцам, которые мы откладываем каждую неделю с самой близкой датой, и проверить, там, например, была ли действительно какая-то, да, там, ну, какой-то дефект. То есть, получается, ключевой KPI для отдела качества – это минимизация рекламации от клиентов? Ну, я думаю, да. Ну, вообще, на самом деле, просто ты должен знать, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и если ты даже допустил какой-то брак, да, не надо бояться его как-то замазывать, то есть лучше его сказать. Вот спецификации дефектов, да, для того, чтобы знать, какие изделия, ну, там, со своими, да, у каждого изделия есть свои какие-то недостатки, да, чаще всего проявляющиеся. То есть мы создали спецификацию дефектов на изделия, там, например, стяжка, да, здесь самые частые их описания, да, как они, там, фасадные дюбеля, ну, то есть что с ними бывает. Ну, это вот для того, чтобы знать, как выглядит. Как правило, это нам нужно на начальных этапах. Вот сейчас нам это нужно было, когда мы обучали 2 новых сотрудников. Вот. А в принципе, ну, создавали, чтобы понимать, знать.
А какие-то системы искусственного интеллекта, машинного зрения для контроля качества не внедряли или пробовали и не работают, человек лучше, невыгодно? Неудобно? Это, наверное, пока для того, чтобы это все сделать, реализовать, это будет удорожание изделия. Оно будет просто стоить как там, бриллианты. То есть человек пока дешевле, да, и быстрее работает. Естественно, то есть этот дюбель просто будет никому не нужен, если он будет с таким контролем качества. То есть настолько еще технологии у нас не дошли. Да. Это был пластмассовый енот, и это был отдел качества в компании Европартнер. Анна, большое спасибо за столь подробный экскурс в тему качества, контроля качества. Надеюсь, зрителям был полезен этот ролик. Если он был полезен, пожалуйста, лайкните нас, дайте нам обратную связь и пишите в комментариях, какие проблемы с качеством чаще всего вы встречаете на вашем производстве. До новых встреч и помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.